Всем привет! Никому не секрет, что совсем скоро компания Poco представит очень много интересных новинок. На MWC 2022 мы получили два достаточно интересных гаджета. Это Poco X4 Pro, а также Poco M4 Pro. Первый является преемником Poco X3 Pro. Лучший смартфон года, учитывая стоимость и качество. Второй — это бюджетный вариант с AMOLED-дисплеем, тройной камерой и аккумулятором, работающим в течение всего дня. То есть достаточно неплохие смартфоны. Но лично я жду другой гаджет данной компании. И сегодня в сети появились практически все технические характеристики этого зверя. Имя ему Poco F4. Это модель среднего уровня для тех, кто ценит компактные смартфоны, что в наше время является большой редкостью. Как и следовало, эта модель придет на смену народному Poco F3 и сохранит платформу от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 870. На мой взгляд, это очень странное решение компании — оставить, можно сказать, устарелый процессор в новом гаджете. Я понимаю, что это 8-ядерный чипсет, который был анонсирован 19 января 2021 года. Изготавливается по 7-нанометровому техпроцессу. Он имеет одно ядро Creo 585 Prime Cortex A77 на 3.2, 3 ядра Creo 585 Gold Cortex A77 на 2.4 и 4 ядра Creo 585 Silver Cortex A55 на 1.8 ГГц. Но все же хотелось бы получить что-то помощнее. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Первое, что хочется отметить, смартфон Poco F4 будет очень компактным. Ему приписан экран диагональю 6,3 дюйма, следовательно, он заметно меньше экрана диагональю 6,67 дюйма, который оснащен предшественник Poco F3. Уже прошли те времена, когда пользователи требовали все больше и больше экраны смартфонов. Теперь пришло время гаджетов, которые легко, повторюсь, легко помещается в карманы джинс или шорт. Но стоит отметить, что Poco F4 не будет столь компактным, как недавно представленный Samsung Galaxy S22. Можно сказать, по размерам мы получим примерно точно такой же смартфон, как Xiaomi 12. Но что немаловажно, Poco F4 получит отличный дисплей с кадровой частотой 120 Гц с разрешением Full HD+. Да, это не топовое разрешение, но можно сказать, больше на данный момент и не нужно. Технология экрана будет AMOLED. Для многих людей это большой минус. Но стоит отметить, что есть множество плюсов. На мой взгляд, основной — это насыщенность цветов. Если вам важно качество изображения, то выбирайте смартфон с AMOLED экраном. У такого дисплея цвета будут насыщенными и яркими, в отличие от IPS. Poco F4 будет комплектоваться блоком с тремя тыльными камерами на 50 мегапикселей, 13 сверхширокоугольная и 5 мегапикселей телемакро, а также 32-мегапиксельным сенсором для селфи. Процессор будет работать в паре оперативной памяти LPDDR5 6, 8 и 12 гигабайт. В режиме активной работы энергопотребление смартфона с новой памятью снижается примерно на 10%. В режиме сна дела обстоят еще лучше благодаря новому режиму глубокого сна, который гарантирует, что LPDDR5 потребляет на 40% меньше энергии в режиме ожидания по сравнению с LPDDR4X. Своей флеш-памяти будет 128 или 256 гигабайт UFS 3.1. Напоминаю, эта модификация добавляет энергонезависимый буфер NAND, нужный для увеличения скорости записи, а также функцию, помогающую переводить накопитель в режим сна. Также накопитель может информировать другие комплектующие о тротлинге, что позволяет системе оптимизировать производительность при перегреве, что, на мой взгляд, достаточно интересное решение даже на 2022 год. Также смартфону приписан аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Производитель заявляет, что новое зарядное устройство позволяет зарядить аккумулятор смартфона от 0 до 100% всего за 36
минут. Это намного быстрее, чем 65-ваттные устройства конкурентов, включая Oppo, Realme и компании OnePlus. Кроме того, блок питания можно использовать для зарядки других смартфонов, ноутбуков и различных аксессуаров, что делает блочок универсальным. Poco F4 будет работать из коробки на базе Android 12 с фирменной поднастройкой MIUI 13. Тут мы получили обновленный внешний вид домашнего экрана с более минималистичными значками и новой цветовой палитрой, и улучшенный режим энергосбережения и функции расширения виртуальной оперативной памяти. Также MIUI 13 более безопасна, чем MIUI 12.5 при отправке фотографий, удостоверений личности и данных кредитной карты. По сравнению с MIUI 12.5 плавность работы приложений выросла на 15-52%, интерфейса на 20-26%, а потеря частоты кадров снизилась более чем на 90%. Цена и точная дата выхода смартфона Poco F4 пока неизвестны. Ну что же, ребята, на мой взгляд, с каждым годом компания Poco удивляет простых пользователей, а также многочисленных фанатов. И мы получаем все больше и больше крутых гаджетов. Я сейчас скажу, что Poco выпускает очень хорошие смартфоны по невысокой цене. А тем более, совсем недавно на MWC 2022 мы увидели Poco X4 Pro и M4 Pro. Это очень хорошие решения, которые действительно заслуживают внимания. Это, можно сказать, бюджетные смартфоны народные. Ну, про M4 Pro. А X4 Pro уже достаточно дорогой гаджет. Так вот, на мой взгляд, F4 Poco это очень и очень сбалансированный смартфон. Но самое главное, что мы получим миниатюрный гаджет. Потому что Poco F4 это действительно компактный смартфон, что в наше время очень большая редкость. Как вы знаете, сейчас все производители стараются сделать свои смартфоны очень и очень большими, вот такими длинными, соотношение сторон вообще зашкаливает. Так вот, тут компания Poco в смартфоне F4 пошла другим путем и сделала действительно очень хороший шаг. А вот Snapdragon 870, на мой взгляд, это очень стрёмное решение поставить в новый смартфон 2022 года устарелый процессор. Да, я понимаю, что он достаточно неплохой, но он устарелый, ну хотя бы Дракон 888. Ну хотя бы, потому что это действительно топовое решение на данный момент. Да, есть Snapdragon 8 Gen 1, но все же 888 Дракон, на мой взгляд, могли бы и поставить. Ну что же, ждем смартфонный обзор. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.